Офис Светланы Тихановской получил важный ответ от команды Google. Реклама видео белорусской пропаганды, включающая насильственные признания белорусов, нарушает регламенты Google и будет удалена с просторов YouTube. Не один месяц, занимаясь этой проблемой, команда Народного антикризисного управления уверена, что блокировка рекламы, содержащей видео пыток белорусов, важный первый шаг в борьбе против более широкого спектра преступлений, совершаемых пропагандой. Так, мы убеждены, что блокировке подлежат не просто видео, но целые YouTube-каналы пропаганды ОНТ, СТВ, Белта и другие. К сути, что нарушает белорусская пропаганда и почему ее информационные каналы на YouTube должны быть заблокированы полностью? Первое и наиболее явное – соучастие в пытках. Да, видеотрансляция признаний белорусов под принуждением есть не что иное, как соучастие в преступлении против человечества. Такие видеопоказы запрещены к распространению в рамках YouTube в соответствии с правилами Google. Конвенция Организации Объединенных Наций против пыток определяет, что пытками является причинение сильной боли, физического, нравственного страдания с целью наказания, получения сведений или признаний в якобы совершенных преступлениях. Поэтому ни у кого не возникает сомнения, что признательные видео белорусов не что иное, как пытки. Ведь режим производит их умышленно, причиняя боль и страдания. Ярко выраженные побои и сильные увечья жертв режима отчетливо видны в пропагандистских видеороликах. В чем же здесь состоит соучастие пропагандистов? А именно журналистов, видеооператоров, редакторов государственных СМИ. Итак, соучастие – это содействие в совершении преступления, в том числе посредством его сокрытия. В ситуации, когда избитый гражданин Беларуси сознается в совершении преступления, есть абсолютное основание для вывода о том, что данное признание – это признание под принуждением. При таких обстоятельствах молчание сотрудников новостных программ, а также съемка и распространение такого признания, в котором говорится, что все совершается в соответствии с законом, без какого-либо применения пыток, является соучастием в пытках посредством сокрытия преступления. А пытки – это преступление, уголовная ответственность за которые не имеет срока давности. Есть и другие примеры нарушений условий и правил Google, к которым относятся использование пропагандой языка ненависти, а также введение населения в заблуждение относительно действительной ситуации с пандемией COVID в стране. Правила Google в отношении оскорблений и угроз запрещают словесные проявления ненависти, призывы к насилию и враждебности по отношению к отдельным лицам или группам людей. В это же время мы постоянно с вами видим в госсми Беларуси материалы, которые разделяют общество на своих и змагаров, на друзей и фашистов, оппозиционных шизоидов. Более того, на государственных каналах учреждены целые секции так называемых предателей. Так, например, на СТВ учрежден Орден Иуды, где представители демократических сил приговаривают к виселице. Следующий пример – нарушение правил Google в отношении предоставления недостоверной информации по вопросам пандемии COVID, которые устанавливают запрет на контент, не соответствующий официальной информации, установленной Всемирной организацией здравоохранения. При этом из каждого канала пропаганды льется поток лживой статистики и так называемых фактов пандемии в Беларуси, начиная от полного отрицания ковида самим Лукашенко, заканчивая фальсифицированными данными Минздрава относительно заболевших и, к сожалению, умерших. Таким образом, в совокупности мы имеем картину демонстрации пропагандой пыток, фальсифицированных данных о пандемии COVID и транслирования языка ненависти. Разрешен ли в рамках правил Google и YouTube такой контент? Нет. Как результат, блокировке подлежат не только видео, но и сами каналы пропаганды, которые систематически и массово нарушают ряд регламентов Google. Мы продолжаем работу.